момента выхода последнего эпизода прошло уже практически 2 недели. На этих кадрах мы еще не знали, что через день уступим в схватке Fnatic. Мы всей командой радовались победам, завоеванным в групповом этапе, и готовились показать лучшее, что есть в нашем арсенале в стадии плей-офф. На Бласте мы старались наигрывать свою игру. Если помните, мы там вели в 2 матчах с Cloud9 и с Astralis 15-14. Просто нам не хватило, я думаю, опыта. Все-таки, я же говорю, это новый состав. Нельзя просто сравнивать другие составы. Другие составы уже играют год, 1,5 года. У них наигранная игра, у них наигранный не 6 карт, а целых уже 7. Все играют все карты, топовые команды. И мы стремимся к этому, но перед тем, как натренировать все, нам нужно начать с самого начала. Этим мы и занимаемся. В StarLadder мы проиграли и заняли последнее место в группе. Теперь мы уже как минимум в плей-оффе, и это 2 разные команды уже. Ну, нужно набирать все равно форму какую-то по турниру, то есть начинать с побед — это очень круто. Так что посмотрим, опять же посмотрим, потому что все покажет уже плей-офф. Я бы хотел сыграть в полуфинале с Ликвидами, если они сейчас проиграют Astralis и выиграют Fnatic в четвертьфинале, то хотелось бы с Liquid. А вот с Astralis хотел бы сыграть Best of 5. Мне кажется, все-таки Astralis в хорошей сейчас форме. И они одни из претендентов выиграть этот турнир. И если так случится, что мы попадем в финал, то хотелось бы, конечно, сыграть с самой сильной командой на этом турнире. Игроки действительно стремились попасть в финал, выкладывались на максимум и провели весь выходной день в практисе. Мне и Косте тогда выпала возможность одним из первых попасть на арену. Составите нам компанию? Наша арена уже принимает гостей. Ребята, здесь невероятная атмосфера. Я помню себя в юности, 16-18 лет, когда я только становился на этот геймерский путь, скажем так. Если бы в эти года я попал вот в такое место, я бы был просто счастлив. Здесь есть очень много всего интересного, и сейчас мы обо всем вам расскажем по порядку. Ребят, для всех любителей консолей, посмотрите на этот райский уголок. Здесь представлены все виды консолей, по крайней мере, все те виды консолей, которые я когда-либо встречал на своем пути. Посмотрите, PlayStation 2, Mega Drive 3, DJ Hero, первая PlayStation, PlayStation 1, PlayStation 2, Power Stick, все виды геймпадов. Вот, посмотрите, буквально, все, что душа пожелает. Classic контроллер, вот, посмотрите. Насколько я помню, это была Sega. Я думаю, что большинство из нашей аудитории, наверное, уже и не вспомнят такие компьютеры, хотя она определенно есть. Если честно, наворачиваются слезы, когда я вижу этот уголок. Посмотрите, если я не ошибаюсь, это Warcraft, он очень круто выглядит. Ребят, стенд компании Omen. Компания Omen — это спонсор нашей команды Natus Windsor. Вы уже об этом прекрасно знаете. Здесь они сделали вот такую интерактивную зону. Каждый может залезть в этот надувной бассейн, скажем так, и по островкам пытаться пройти все препятствия. Мы двигаемся дальше, потому что там собралась очередь. Какая-то телефонная будка, и там что-то происходит интересное. Так, ребят, быстро рассказываю. Здесь находится будка. Бумажки сжатые воздухом поднимаются в этой будке. Ты должен словить и выложить сюда их. Yeah! Так, раз. Одна. Вторая. Надо 5. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. 6, но не 9, к сожалению. Ребята, ну что, мы выиграли с вами панамку. Я думаю, что нам надо подарить ее одному из вас, поэтому за самый оригинальный комментарий под этим влогом эта панамка уедет к вам. Знаете, что всегда дает ребятам мотивацию побеждать? Желто-черные джерси и плакаты на трибунах.
На этом турнире таких было мало, но нам удалось найти своих даже в толпе фанатов Астралис. Ребят, всем привет! Мы находимся на трибунах. И you just one guy with Na'Vi t-shirt and me. Yeah. We are together. Look, this is Astralis fan sector. Yeah. Okay, your prediction: who win, Na'Vi or Fnatic? Na'Vi, all the way. Okay, guys, what do you think about game Na'Vi and Fnatic? Who win? Na'Vi. Okay, and then we going to final together with Astralis. Yeah. Okay, you waiting for this? Okay, and then who win? Okay. Give me 5. Ребята, смотрите, насколько вы помните, мы находимся в Оденсе, Скандинавия. Это фан-сектор Астралис. Я нашел только одного представителя футболки Na'Vi, и этот парень тоже сидит в фан-секторе Астралис. Не исключено, что когда будет играть Астралис, у него есть и вторая футболочка для того, чтобы поболеть за свою любимую команду тоже. All right, everybody, you know what time it is right now. Мы нашли еще двух представителей. Мы думали, что ребята прилетели из Украины, а оказалось, они из Оденса. И еще Украина и Россия рядом. Итого нас трое плюс я, 4 и один парень в футболке, который сидит в секторе Астралис. 5 болельщиков, ну и Костян, конечно. 5 болельщиков, а вон еще двое вижу, уже 6-7. В общем, сейчас будет жарко. Ну что, вот и момент истины. Мы выходим на сцену, сейчас нас забирают мобильные телефоны. Каждый раз перед важными матчами подходит администратор и забирает, покажи, Костя, забирает мобильные телефоны. Вот так вот, и игроки не могут следить за мессенджерами, не могут следить за новостными сайтами, не могут смотреть хайлайты и свою статистику, поэтому ее они узнают только в конце матчей. Ну что, все, пожелаем пацанам удачи. Ребят, как вы видите, в данный момент металлоискателям проходит обыск. Запрещенные предметы, такие как ножи, пистолеты, не допускаются на сцене, поэтому идет проверка. Расслабляться еще. Сейчас волнение чуть у меня, скажу, есть, но как только мы начнем играть, оно моментально проходит. Все, нормально. I was starving, now I'm eating till my belly full. From up north, we get cold, you need a heavy coat. Scared to end up on a shirt before a centerfold. Devil on my back, target on me, deadly too. Play for keeps, don't tweet. It's not peace, don't speak. 24, no sleep. This is real, no tweet. My bros for life, can't break this link. Family on my side, baby stay around me. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want this. I'm all in my ass way, I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. I don't want no combo, I want checks. I don't want the second, I want best. I'm all in my ass way, I'm a wreck. I've been moving like a hot mess. Want that combo, better know you'll need a check from me. Can pay to play, the sun is still won't get a cent from me. I mix the fit up with the side like it's a remedy. I mix it up inside the pot, watch it drip while it drop. Time to take it to the top. Chips all in the middle like it fall, no I won't flop. We gon' pop. Я нанервничался максимально. Давайте, ребят! Победа! Первая карта! Психология! Да, победа! Психология, победа! Все эти вещи! Дает ли буст выигрыш пика соперника в матче Best of 3? Я думаю, дает, потому что следующая карта, в принципе, твоя, и у тебя есть уже такая уверенность, что ты выиграл пик соперника, и ты можешь играть следующую карту свою, у тебя появляется какая-то сверхуверенность. Главное в таких ситуациях, чтобы не было расслабления, что как бы уже полдела сделано, и осталось дело за малым.
пошло не по плану. На карте нюк. И сейчас последний раунд. После ножей. Боевой настрой, пацаны. Настроились, да. Вам наверняка интересно, что произошло после матча. Можете догадаться, что поражение было довольно обидным. Финал 10-го сезона АПЛ был основной целью команды за последние месяцы. Поэтому мы решили подвести итоги турнира после того, как утихли эмоции и завершился разбор полетов. Этот турнир для нас был приоритетом. Мы не расстроились сильно то, что мы не выиграли его. Мы сразу понимали, что это может случиться, потому что мы новый состав. Но цель такая была, и мы хотели ее реализовать. В конечном итоге мы довольно-таки уверенно дошли до полуфинала. Нам чуть-чуть не хватило в полуфинале не хватило чуть-чуть на нюке, потому что мы, в принципе, отыграли неплохо в сторону за атаку, 8-7. 7 раундов атаки — это довольно-таки неплохой результат. Взять матчи тех же Австралии, из других команд, которые играют на этой карте за атаку, это очень хороший счет. Мы просто чуть-чуть не доработали, наверное, где-то, то есть за дефенс, в том плане, что мы отдали два первых раунда, два важных раунда за дефенс, и эти два важных раунда повлекли за собой множество других ошибок. То есть я думаю, нам не хватило на нюке просто за дефенс закрепиться по экономике, и тогда бы мы, наверное, победили Fnatic. Я думаю, что не очень сильно ударило по команде. Все-таки у нас не так много возможностей поиграть на турнирах было, поэтому это наш первый такой турнир за несколько месяцев. Мы могли сыграть лучше, выступить, попасть в финал или даже, может быть, выиграть его, но сыграли как сыграли. Но считаю, что одну карту выиграв у Fnatic, просто как-то потеряли фокус и из-за этого больше проиграли игру, но могли и 2-0 выигрывать, и даже играть в финале. Если у нас игра получается, то все круто, мы классная команда, и мы еще лучше играем. Но если у нас игра не получается, то у нас ничего не получится. И игра сыпется, то есть так по эффекту домино. И как раз-таки эти ошибки одна за другой этот эффект влекут. То есть, но на самом деле реальность такова, что она не делится только на черное и белое. Есть еще множество промежуточных вариантов, и как раз-таки мы с игроками работаем над тем, чтобы стать более зрелыми, как игроки, чтобы все становились более зрелыми, более объективно оценивающими реальность, так и команда в целом. То есть мы разбираем на атомы каждую ситуацию, почему не получилось, что не получилось, о чем подумал в этот момент, что почувствовал в этот момент, что сделал, когда почувствовал, то есть на какие поступки тебя это побудило. И разбираем, ищем альтернативы. Конечно, мы где-то, как я сказал, оступаемся, но мы в Мальмо, это наш первый турнир, были в одной карте от финала. Мы на Бласте были в одном раунде, буквально, от финала. И в Оденсе мы тоже были в нескольких раундах от финала. То есть эти результаты, они тоже даются непростым трудом. Бывает, делаем какие-то ошибки, но мы знаем точно, какая у нас цель, и мы просто полномерно к ней придем. Ладно, Гайзевичи, отбросим лирику. Сегодня нам уже не до нее. Потому что на горизонте новая цель. Эпицентр 2019 с призовым фондом $500 000. Последний турнир в этом году, который мы очень хотим завершить на мажорной ноте. Да, ощущения крутые играть на родных стенах, но в то же время, мне кажется, немножко это добавляет какого-то напряжения к нам. Мы хотим сыграть все лучше, показать свой максимум, из-за этого можем допускать некоторые ошибки. Конечно, было бы круто сыграть перед фенами, но всему свое время. Надеюсь, зал будет поддерживать нас, потому что здесь много СНГ команд.
Естественно, на домашнем турнире приятно очень играть, потому что всегда много своих болельщиков, которые тебя постоянно поддерживают. Какого-то особенного, наверное, настроя нет, но потому что стараемся соблюдать один и тот же настрой на любой турнир, но хочется выиграть дома хоть раз, ни разу не выигрывали, поэтому будем стараться. Естественно, на этом турнире есть сильные команды, Virtus.pro, там, Vitality, Mousesports. Mousesports выиграли 3 турнира подряд, то есть это уже серьезный тир-1 соперник. Но мы как темная лошадка, думаю, поэтому посмотрим. Но любая команда на этом турнире может показать высокий уровень, ну, наверное, за исключением ЕХОМ. Ну, наверное, ЕГЭ и Мауза главные фавориты, мне кажется. Я бы сказал, хороший шанс у Маус. Они выиграли 3 турнира подряд, и у них хорошая форма. И не знаю, как Virtus.pro играют, но они тоже, я бы сказал, топ-команда. Они хорошо играли и играют. Ну, посмотрим, можем и мы выиграть. Мауза, LG Invices. LG Invices должен быть, ну, топ-1 фаворит, наверное, на этот чемп. Ну, посмотрим. Я считаю, что на этом турнире есть очень много достойных команд, и здесь точно будет нелегко. Как минимум здесь ЕГЭ, которые были долгое время топ-2. Маус, который выиграет 3 турнира подряд. Тут есть Авангард, который очень стабильная, такая крепкая команда тир-2 уровня. Тут есть кому удивлять, то есть кроме eHome здесь все команды очень сильные. На этом моменте влога я бы с удовольствием показал наш отель и практисы. Рассказал бы о том, как прошел день подготовки к первым матчам. Но мы с Костей добрались до пункта назначения только к концу поединка с Heroic. Поэтому предлагаю вам обсудить его с командой прямо сейчас. А познакомить вас с местным антуражем мы еще успеем. Мы же команда Нави, мы должны, ну, выиграть у команд как Heroic. И сейчас я не говорю, что они плохая команда или что-то такое, но мы стараемся быть команда топ-1, тир-1 минимум. И поэтому мы должны, ну, хорошо играть против команд как Heroic. Начали ли мы легко и уверенно? Ну, я бы сказал, что мы сыграли максимально сконцентрированно и собранно. Мы то же самое сделали и в Оденсе. То есть мы первые матчи провели очень уверенно и довольно-таки легко их выиграли. И это само собой радует, что команда растет, и она не испытывает трудностей в первых матчах, и не испытывает трудностей с тир-2 командами, и с легкостью их проходит. Я думаю, здесь несколько факторов. Подготовка к сопернику, в целом командная подготовка в течение буткемпа и всего остального. То есть команда растет, прогрессирует, и мы видим результат этого. На самом деле поймали как-то свой кураж во время игры. Все 5 человек, мы коммуницировали, общались, игра получалась просто вообще как-то очень даже легко. Мне кажется, за счет коммуникации, уверенности в своих действиях, каждый был уверен в себе, и это дало о себе знать.
Ты вступил в эту роль совершенно недавно. Ты помнишь, как мы сидели с тобой на ступеньках, просто на ступеньках чертового колеса, и ты говорил, я готов. Как сейчас движутся дела? Ты немножко свой пыл приубавил, или все-таки это только делает тебя сильнее? Нужно посидеть на ступеньках еще. Обдумать вообще стратегию? Да. Слушай, ну а вообще ты, как капитан, у тебя есть такие, знаешь, мысли какие-то кардинальные? Ты ты приверженец того, чтобы делать какие-то перемены, поспешные выводы? Например, вот ты до этого играл One Tomb Bellator Fire. Вы там быстро кикали чуваков или нет? Нет, мы никого вообще не кикали. Вообще не кикали. То есть всегда искали, как правильно построить процесс игровой, как... Он вчера сказал, что он Винстрайк только так всех убирал. Да? Вот так вот по щелчку? Конечно. Всех сбрил вообще. Помнишь, мне одного оставили, я сказал, либо я, либо они вчетвером. То есть вот такие пироги. Да, ну еще пару... То есть к радикальным мерам ты вообще не настроен, как капитан команды, и таких разговоров с Лужков нету за спинами игроков. Не плетутся ли сети какие-то интриги? Самого бы чуть не кикнули. Аккуратно надо. Тут как бы, знаешь, капитан не капитан, что-то сказал, и все, тебя уже на следующий день самого нет. Слушай, ну а есть уже уверенность в себе, скажем так, как в ингейм-лидере? Или, набирается она потихонечку? Или когда турнир какой-то или игру вы проигрываете, то ты просаживаешься и думаешь, да, может, все-таки не мое, может быть, я что-то себе нашифровал, может, я что-то надумал. На одном турнире такой был. На каком? На Бласте в Копенгагене. Ты сильно потом себя чувствовал морально плохо? Ну, в этот день был. Ну, было такое, что ты сидел на подоконнике с чаем, пускал слезы, писал посты, типа, какого хрена, чуваки, что со мной не так? Может быть, я не рожден для этого? Нет. Такого не было? Я рожден побеждать. Ну, это круто, это круто. Такой вопрос, а ты вообще когда продумываешь свой план отхода на будущее? Как, например, Зевс? Книги, конференции, бизнес, может быть, кофейня? У тебя суши, а у меня будет суши от Кирюши. Насчет виталити матча, он был сразу после матча с Героик, у нас было 20 минут перерыва, поэтому настрой, мне кажется, был сбит, не то чтобы сбит, не удалось сделать полноценный четкий настрой, как другим матчам. Вот. И мне кажется, что если бы мы играли этот матч в другой день, был бы другой результат. Вот. То есть мы, например, играли матч и сразу же играли следующий, а команда виталити 2 часа отдыхала, восстанавливала силы, готовилась к нам как сопернику. Вот, поэтому, если говорить про настрой конкретно к этой команде, мы просто-напросто как бы перешли от героик к виталити. То есть я бы сказал, наверное, что настрой героик, он был продолжением в настрое в том же против матча виталити. Вот, но, само собой, победа над героик, она как бы тебя чуть-чуть... не спускает, она тебя немного сдувает, скажем так. То есть ты выигрываешь, получаешь удовлетворение и чуть-чуть как бы расслабляешься. И вот здесь бы нам не хватило, наверное, такого фокуса, чтобы мы сели, подготовились и сделали четкий настрой к этому матчу. Самое главное, что мы не успели сделать, мы не успели подготовить геймплан к виталити, мы не успели обсудить этот геймплан, просто не было времени на все 3 карты. И мне кажется, что это сильно повлияло на последние 2 карты, и также энергия, которая нам нужна была на 2 картах, ее было очень мало. То есть фокус, концентрация, уже довольно-таки было тяжело допускать меньше ошибок, и мы допускали из этого их намного больше. You ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really? Way too motherfucking educated to be spending any time just talking with me. Many people waiting on me in the lobby, time to board the bus and get it in. $100,000 conversation with investors telling me they want it in. Know some women from around the way, always call me when they in a jam. Used to give them all the time of day, now they're scrolling through my Instagram. Wishing that they did accommodate, I ain't even feel they need a grant. Never been the type to hold a grudge, I don't even love them, they ain't getting in. Why are we talking? Tell me something that I don't know. Tired of bullshit. People seem to have a boatload. Don't you see I got the fam here? These are people that been rocking with me. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to get it poppin' really. Probably poppin' Willie, you just poppin' Zen. No sir, that ain't proper with me. Rather pop a band than a pop a cap. If you ever did my people wrong and did me dirty, you can be assured I'm not your friend. Whip the color of some pots of pants. If you were looking for someone to give you a hand, that boy, I'm not your man. No, I'm not your man, and you not my girl. Let's not get too involved. Too focused on my career now. Надо просто их
переиграли по всем фронтам, как они потом нас на 2 других картах, также мы их на первой. Они очень плохие выходы делали по одному, ошибались на поздних таймингах, ничего у них не получалось и проиграли. Tell me something that I don't know. Tired of bullshit. People seem to have a boatload. Don't you see I got the fam here? These are people that been rocking with me. Don't you ever come up out the cracks and try to tell me how to. Yeah, got me and a whole team in. Walk around feeling like He-Man. Потом не знаю, что случилось. Как бы мы думали, что мы там намного лучше, чем они собрались. Ну, и видно было, что они, когда у них там, они ждали нашу игру, пока мы играли с Heroic, они подготовились на игру с нами. И я думаю, что они очень много знали, все тактики знали. Поэтому тяжело играть было. Посмотря на счет, можно сказать, что в принципе ничего не удалось, но у нас были возможности за атаку, мы сами проиграли свои раунды. Постплант, если бы хотя бы их 2 взяли, это уже был бы какой-то залог на возможный успех во второй половине, но мы их не взяли, сыграли ужасно. Команду, можно сказать, все, поэтому так разгромно и проиграли. В первую очередь, мне кажется, мы на банане провалились, я в частности. И вообще мы карту плохо контролировали за атаку. У нас, если бывает шанс взять раунд, то здесь шансов особо и не было для того, чтобы взять раунд зачастую. На Inferno еще нет тимплея, я бы сказал. Надо еще поиграть там пару раз, понять, что работает, что не работает, кому удобно где играть и что играть. Поэтому я бы не сказал, что они жестко играли, но или там Vitality, или мы плохо играем карту. Просто надо еще время, чтобы понимать игру как команда. Мы не чувствуем тиммейтов на карте, поэтому мы иногда играем на какой-то рандом на Inferno. Yeah, foreign. Yeah, you see my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I'm so foreign. Yeah, you know my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I've been up and working to the morning, yeah. Это все пошло по накатанной, начиная с Inferno. Не знаю почему, но у нас не получилось до конца дособраться после Inferno. Но мы пытались, не получилось. Не шла игра, не везло, противник играл хорошо. Мы просто отдали очень много обидных раундов за дефенс. Они, как я считаю, вышли на перекур после первой карты и сделали выводы, что они готовились на буткемпе очень долгое время, пропустили все турниры, которые были в последнее время. И они включили спортивную злость. Они поняли, что они упускают, зачем они тренировались столько времени на буткемпе, чтобы проигрывать с таким счетом за выход в полуфинал. И я думаю, они вернулись на Inferno совсем с другим настроем. С максимальной концентрацией, с максимальной мотивацией и самоотдачей. И вот этот настрой, они в каких-то моментах просто нас были лучше, чем мы. Как можно справиться с напором таким в игре, когда соперник максимально сильно хочет вернуться в игру и дать тебе отпор за первую карту? Я думаю, что такое может остановить только максимально четкие и уверенные действия наши в ответ на их действия. Тогда они будут немного обескуражены этими действиями. Но мы пока еще на карте Inferno не можем так прямо супер жестко, уверенно разыгрывать ситуации. Мы в процессе еще обучения на этой карте, чтобы начать ее играть так же хорошо, как карту Dust 2. Мы выиграли их карту, их пик. Мы отдали свою карту, я бы сказал, легко. 16-3 или сколько там было. Поэтому все началось на Inferno, потому что у нас как-то так плохо было все. Мы не взяли пистики, не взяли 2 в 2 я Саня. И все началось, мы там очень плохо играли наши раунды. И, просто вообще игра плохая была. На Нюке видно было, что они подготовились к нашей игре. И для них все работало. Они убивали,
все раунды, которые мы хотели делать, они прочитали. И очень сложно было играть. Видно было, что они подготовились, и поэтому они выиграли. В TeamSpeak не было единой команды, то есть мы не могли договориться в ситуации после размена, даже 5 в 5 мы тяжело договаривались, не знаю почему и что на это влияет, мы пытаемся разобраться всегда. Настрой был, как всегда, победить, но мы играли 2 игры подряд, выиграли первую карту большим счетом, может быть, где-то подумали, что это не такой сильный соперник, как мы рассчитывали, но как они показали, что очень даже сильный, и проиграли 2 карты разгромные, позорно, можно сказать, поэтому. Но благо система турнира позволяет даже 2 раза проиграть и выйти в плей-офф, и только в плей-оффе все будет решаться, поэтому ничего страшного, мы увидели свои ошибки, будем стараться их фиксить. С Нави я объездил десятки турниров и посмотрел сотни сыгранных матчей, но я до сих пор не понимаю, почему иногда происходит то, что происходит. Может, сейчас ребята мне это объяснят? Мне и вам, конечно же. Я заметил это, если мы играем в свою игру, то мы играем действительно как топ-3 команды в мире, возможно. Но опять-таки я не утверждаю, что мы играем как топ-3 команда в мире, когда вы улучшили свои кондиции, но, по крайней мере, это мое сугубо личное мнение, и оно меня радует реально. Ну, с чем связана такая нестабильность, да? То есть, я думаю, тут ответ простой на самом деле. У нас как раз сегодня было командное обсуждение, и, в принципе, вся команда, все игроки пришли к единому мнению по этому поводу, что просто нету уже достаточного количества вот этих набитых шишек, правильно отрефлексировано. Что отличает стабильную, сильную команду от команды, которая только набирает обороты? Я думаю, что это как раз вот уже первые победы, да, которые команда совершает, долгий путь, который она проходит, вот эти победы, они ложатся в фундамент. Они ложатся в фундамент в виде позитивных убеждений игроков и веры в команду. То есть у команды появляется убеждение, что мы сможем, да, что мы сильные. И вера в это убеждение становится сильнее. И поэтому, казалось бы, да, что как так получается, что вот почему мы там прошлись вот по героик и потом снесли на первой карте Виталица, а потом раз и нас 16-3. Как раз из-за того, что вот этой стабильности не хватает, и где-то мы тут пару раз оступились, и вот это где-то уверенность, вот это может утратиться. И у нас, как всегда, есть разбор ошибок вместе с тренером, все ошибки подмечает он, показывает нам, и мы их пытаемся исправлять максимально быстро. Ошибки уже мы своим знаем и работаем над ними. Мы стараемся, то есть их просто наигрывать новые вещи, шлифовать старые вещи и стараться минимизировать ошибки на новых картах. У меня есть маленькое предложение. Прямо сейчас я захожу просто в свою группу, фан-группу ВКонтакте, где ребята вам оставляли вопросы, и задаю тебе несколько вопросов по блицу. Тут присутствуют твои тиммейты, которые... Вопрос. Так, первый вопрос от Элика. Бумыч. Почему у тебя работает ВК вообще? У меня работает ВК, потому что я подключен через Wi-Fi сеть, и ВК тут работает очень хорошо. Итак, я открываю видео, которое было записано специально перед турниром. Открываю вопросы и... Сколько гунканов поместится тебе в рот? Не знаю. Даже не знаю, да. Ну надо попробовать. Что такое гункан? Ну штучек 5 засунул бы ты? Ну а какие они примерно, покажи? Ну ты же кушал, такие. Ну я думаю, 3 может. 3 бы, я думаю, что получилось. Вопрос к электронику. Если на Нави, то в какой команде, если не в Нави, то в какой команде хотел бы играть? Никогда ненавидел такие провокационные вопросы, потому что они тебя заставляют, как-то выходить из своей зоны комфорта. Но давайте сегодня обсудим, в какой бы ты команде хотел играть по стилю игры, к какой бы команде ты подошел бы? Как ты думаешь? Какие тебе вообще команды нравятся? Нравятся фейзы, ликвиды? Но Астралис ты хотел бы играть или нет? Астралис сильно консервативный, да? Ну да. Есть такое? Они такие, да, бежим на Б. Типа всех убивают. Или нету такого? Но ты бы в какой команде? С американцами ты бы смог найти общий язык? Или языковый барьер все-таки это не твое? Virtus.pro может быть?
К полякам? Ренегейтс. А? К полякам или уже к казахам ты имеешь? Не знаю, для тебя это важно? Ну, вообще, польский язык похож чуть-чуть? Нет, к новому Virtus.pro, скажем, как к организации. Или ты говоришь про прошлых игроков. Это Паша Бицепс, это, ну, ты знаешь всех, в общем. Не хочешь команду? Ну давай, вот если у тебя есть на выбор Liquid, Face и, допустим, Virtus.pro или Renegades. Liquid, Face, Virtus.pro или И Renegade. Astralis. Дик Стейси может. К Дик Стейси в команду ты предлагаешь мне пойти? Нормально. Не, он имел в виду 100 типс. 100 типс, да? Тяжелый вопрос. Слушай, Может в ЕГЭ. О, может ЕГЭ? Может хотел бы ты какой-то коллектив посвежее, чтобы он не был запятнан... а мог бы я свою команду собрать? Cloud9. Конечно, как бы ты назвал свою команду, если бы назвал? Ну, не знаю. Если бы собрал, то есть. Cloud9, наверное. Шучу. Не знаю, если честно. Понятно. В общем, тебе все-таки никакая организация... Видите, как корректно Элик может уйти от ответа. Он бы создал просто свою организацию. Хорошо, ребята, озвучьте. Юрий Маслов пишет. Почему в команде так часто решафлы или проблемы? Что нам сегодня говорят? Мол, нужно просто подождать и будут результаты. Сколько еще ждать? Это раз... По итогу каждые полгода что-то происходит, и мы снова ждем. Этот вопрос может быть адресован Бумычу, но на самом деле мне кажется, что спрос Бумыча это сейчас слишком громко сказано, потому что действительно... Нет, это нормально. А, то есть ты хочешь, чтобы все-таки Бумыч ответил на этот вопрос? Ну, конечно. Да, я-то что? Я-то полгода здесь играю, я не знаю. То есть ты... Я думаю, Элик всех кикает, Элик То всех есть, в кикает. принципе, взятки гладкие, да? Ну, Элик всех кикает потихоньку. Угу. Скоро меня хочет убрать. Если... Когда кик Гвардиана? Вот все пишут, напишите. Такой неприятный вообще вопрос, и сразу обращение к вам, как фанатам, от меня, как от ведущего канала, и от Бумыча, сейчас он добавит. Эти вопросы, они некорректны, потому что если вы думаете, что каждого игрока просто так берут и кикают, когда у него, допустим, как-то не летит, когда у него есть какие-то жизненные перипетии, которые приводят к нестабильности и так далее, то так это не происходит. И такие некорректные вопросы мы всегда в основном чисто задолбался это слышать. пытаемся... Да, вот слышите? Бумыч задолбался слышать этот вопрос. Что ты скажешь фанатам, которые все время норовят кикнуть кого-то? Я думаю, что это не фанат. Haters gonna hate. А, вот так вот. То есть haters gonna hate, а победитель победит? Фанаты всегда поддерживают, они говорят, когда уже кикнут кого-то. Верят до конца, болеют в каждом матче. На каждом турнире. А ты заметил, как у фанатов разнятся вообще мнения? То есть буквально там час назад они могут возвышать команду до небес, а потом сразу просто смешать ее с грязью. И все время кого-то кикнуть. Ну, это какое-то стадное чувство. Нельзя так делать. Да, у каждого Бумыч должна быть этого не своя. понимает. Да, я этого не понимаю. Дальше. Передайте Словаку, пусть уже вернет эту Авапу Симплу. А то он с ней так круто играет. Пытался Александр Щабанов как-то задеть Словака. Но мы Словаку не расскажем об этом. Он это может увидеть только во влоге, но обсудим. Я думаю, что решение было принято передать АВП Словаку не просто так. А почему? Об этом нам расскажет наш капитан Кирилл Карасев, он же Бумыч. Кирилл Карасев. Сейчас позвоню ангелу. Кирилл Михайлов. Есть номер ангела какой-нибудь? Есть номер ангела? Не, ну действительно, для чего было... То есть есть много мнений бытует, что АВП было передано Словаку для того, чтобы Simple все-таки смог брать девайсы, потому что с ними... Саша сам захотел. Саша сам захотел. Он захотел снять с себя ответственность играть с АВП или все-таки юзать девайсы Он больше? просто хотел больше юзать девайсы, думал просто, что... Так он становится более мобильным. Да. Сейчас у нас на носу последний турнир в этом году для нашей команды, поэтому если мы будем отрывать игроков, это никому не понравится. Ни тренеру, ни самим игрокам, ни нашему психологу, поэтому интервью мы можем записывать только в конце нашего рабочего дня или после игр, так как очень много времени ребята уделяют тренировкам. Все остальное вы слышали во влогах, я надеюсь, эта информация вам будет полезна. Следующий влог совсем скоро.